Все, мы покинули Гавану и едем на восток, в сторону Сан-Фуэго. Дорога длинная, порядка 300 километров. Делаем разные остановочки. Вот первая остановка — это, типа как ботанический сад. Тут вся флора и фауна Кубы. Богатая страна, тут вот пальмы. А это вот рыба, которая есть только на Кубе. Эндемик. Это промежуточное звено между рыбами и уже млекопитающими. Ну, поскольку остров Куба, то она тут и осталась. Уже не рыба, но еще не животное. Здесь дерево туристов, которое облезает, у которых шкура сходит слоями. А это кедр. Но они его так называют. Это завезенное растение. Из него делают ящички для сигар. Это тот самый сахарный тростник. Вот он. Вырастает до 3 метров. И из него делают сахар и тростниковый сок. Тут как-то вот березовый сок заиграл по-другому. Ну-ка, сейчас, может, попробуем. Так делается этот коктейль. Прямо из дерева выходит сок. Лайм сначала заливаем. Да. Вот получился коктейль. Можно с ромом, можно без. Кому как нужно. Нет, их здесь не едят. И вообще, если честно, здесь крупных нет никаких животных. Но и нет ядовитых. То есть просто райское место. Дерево гуанавана. Плоды его помогают от рака. Земноводная, типа выдры нашей. Их кушают. Ну, андатры, да. Вон они какие красавицы. Еще одна, еще одна. Шкурка-то хорошая. Ого. Надо было их... Поскольку сейчас на Кубе зима, вы же знаете, особо ничего, никаких плодов нет. Ну, зато красиво и тепло. И цветочки всякие цветут. Итак, мы в болотах местных. Тут самая маленькая плотность населения. Всего в этой провинции проживает 8 тысяч человек, потому что здесь болото. И крокодилы. Это эндемик. Такие крокодилы есть только на Кубе. Вот сейчас мы их и посмотрим. Здесь у нас живут игуаны при входе. Вот она, игуанка. Так, живописно. Это пакущая ива. То есть плакающая, да, ива. Плакучая. Плакучая ива. Кубинский вариант. Тенистые аллейки, деревья интересные подписаны, есть таблички. Можно и самостоятельно посмотреть. Мостики, водоемы какие-то. Ну и даже здесь, в парке, кубинцы поют. Куда же без музыки. Близко. То есть вот моя рука, а вот крокодилы. Хорошо, что между нами решетка. Да, устал. Прям друг по другу ходят. Никакого личного пространства. Вон прям он идет и перешагивает. И пошел себе в кустике. Так происходит кормежка крокодила.
Ага, ага. Говоря, их тут много. А вот тут прям позируют с улыбочкой. Да? Улыбаемся и машем. А вот это пошли. Вот это эндемики. Таких крокодилов больше нет нигде. У них такая нашлепочка на голове. Вон она. Здесь по этим болотам плавает вот такой пароход. Там есть искусственный остров с этнографической деревней. И даже отельчик есть. То есть можно развлечься еще и помимо крокодилов. Смогли не остановиться у дикого пляжа. Это уже Карибское море, 100%. И вот такой здесь цвет. Но тоже море неспокойное. Но уже карибская. Я залезла на такую штуку. И у него есть вкус. Карибское море пахнет по-другому. Помните, райское наслаждение. Бывают только местные, наверное. Это дом, который построил себе губернатор где-то в начале 20 века. Но он особо тут и не пожил 1,5 года, а потом уехал. Здесь жила его служанка. А потом дом продали диктатору Батисту. Вот. Теперь это принадлежит стране. Сейчас здесь находится ресторан. Ну и, в принципе, может быть, мы сюда даже и зайдем. Там смотровая площадка есть сверху. Мрамор, чугунные решетки, все ажурное. Сверху все ажурное. Здесь зелененький. Здесь даже сфинкс сидит. Сфинкс. Ну и, естественно, дом напротив моря. Мозаика. Ну и, естественно, инициалы. Ух ты, какая красота. Смесь похожа на андалузские дворцы. Через дом выходишь как раз к морю. Вот такая терраса и вид на море. Частично закрытый чем-то. Двери тоже красивые. Мрамор. Кованые решетки. А нет, не губернатор это был король сахарного тростника.
Вот так, причем как бы его предпринимателем назвать язык не поворачивается. Король. Настоящий король. Лестничка тоже кованая. А, и тут мы в башенку как раз поднялись. Ну да, здесь веранда, терраса. Ой, красота. Такое стратегическое место у города. Именно сюда впервые приехал Христофор Колумб. Ну, ничего не основал. Потом основали вот там крепость, потому что это залив такой. А потом уже город. И потом город назвали Синфуэгос в честь какого-то губернатора. Вот это точно. У него фамилия была такая, Синфуэгос. 100 огней в переводе. Ну вот, конечно же, если мы на террасе, то мы должны выпить коктейль пиноколада в этот раз. Бенни Море. Музыкант, саксофонист, одним словом. Очень известный и знаменитый. Пешеходная улица. И вот это вот старинные дома. И это уже 20 века. Ну, те, да. которые близко к центру, уже там 12 века. Дома начала 20 века. Магазины, ну, такой Арбат местный. Магазины работают только по карточкам, по валютным. Ну, и вот как у нас раньше были там березки с чеками, с бонами. Вот это сейчас та самая стадия здесь. Делал проект, чтобы разрешили основание. И здесь были трамваи. Вот по этой улице ходили. Вот интересное использование стеклоблоков. Интересно, они тут с тех времен остались? Или это новенькое что-то? Ну вот, да, там стена выложена так. Начало 20 века эта улица. То есть это не старая, не старый город. И вот, похоже, вышли на центральную площадь со сквериком и кучей всяких красивых зданий. Французский город, называют его жемчужиной, потому что основали, построили его французы. И вот с этой площади как раз и началось строительство этого города. Довольно-таки поздно, 300 лет после основания Гаваны. Но поскольку французы строили, вот, пожалуйста, вам и Триумфальная арка, и фонтанчики, как в Париже. Вот они, фонтанчики. Но вот эта беседка, это уже испанская. Там по выходным собираются музыканты. Вот такая приятная площадь. Сразу видно, строили по плану, а не как придется. И вот эти вот домики, это самые старые. Вот с этой стороны и вот с этой стороны, вот с этими. Не знаю, как их назвать-то. С арочкой. Дошли до конца площади. Дворец, в котором останавливался Карузо, когда пел в этом театре. И вот это Триумфальная арка. И вся площадь. Город уже развивался по плану. С прямыми улицами, с прямыми перекрестками. Так, туда дальше. И вот из этого внутреннего дворика, вот он, входы в номера.
пальмочки здесь, все дела. Вот это наш номер 118. Здесь напротив получается удобство. Ну, там всякие принадлежности есть. 2 мыла, полотенца, окошко, биде. И тут такие прям деревянные всякие штучки. 2 кровати. Хорошие кровати. Не маленькие. Здесь тумбочки, столики. И окошко во внутренний дворик. Тут еще предполагается бассейн. Вот там кто-то пошел купаться даже. Ну, такой хороший отель, а главное местоположение на пешеходной улице в самом центре, рядом с площадью. Есть лифт и еще один дворик. Вот он. С фонтаном. Синий такой, мавританский. И лестница кованая. 1-й этаж. Пол, лобби. Ну, красиво так все выдержано. В стиле. И вот мы выходим. Вот она, пешеходная улица. Вот наш отель «Унион», 1869 год. И находится на той улице, где раньше ходили трамваи. Там уже закат. Идем на самостоятельную прогулку по городу Сьен-Фуэгас. Прямо от нашего отеля. Все смотрится как-то по-другому. Нет палящего солнца. Такая прохлада с моря. Гуляем. Вот закатная площадь. И идем по туристической улице с сувенирами. Вот. Ну, вот тут фотошоппинг, пожалуйста. Фотосувениринг. Картины. Картины хорошие, конечно, кому нужен так в интерьер. Жгучую брюнетку с сигарой. А? Почему-то вот они любят пожилых женщин изображать с сигарами. Прямо и не скажешь, что ты на Кубе. Такая архитектура. Не, ну, конечно, испанская там проскакивает что-то, но больше, конечно, похоже на французскую колонию. Одна улочка. Что-то здесь закат в конце каждой улицы. Непонятно. И там закат. Такие излишества, решеточки, балкончики. На крыше перильца, кстати, с этим, с мальтийским крестом. Здесь вот только фасад остался от дома. Внутри ничего нет, но стоит фасад. В принципе, город внесен в список ЮНЕСКО, так что за ним приглядывают. Так, думаю, порядочные улицы в порядочном городе. Мы вышли к морю, на набережную. Ну вот набережная. Ну это святое. На набережной жизнь кипит. Море плюхается. Это у нас Карибское море. Ой, рыбы пахнут. Рыбой пахнет. Ой, корабль Колумба к нам пришел. Кафешки работают. И не пойму я, где закат должен быть, но отцветы красивые. Детки в футбол играют, где только возможно. На главной площади, на набережной. Вот еще раз сюда. Чем-то Ялту напомнило мне вот это все. Может, архитектурой или тем, что вот такой залив, лавочки, набережная, сцена здесь.
Нормальный такой прибрежный город. Ну и вот мы уже пешком на Пасео дель Прадо. Вот эти дома. А это специально, чтобы было не жарко днем. Там под ними перебегаешь и прохлада, тенечек. Да, вечером на Пасео тоже хорошо. Красиво такие домики. Здесь вот такой квадратный. И вот эти вот высокие двери. Ну, это как в Гаване. И жилые дома-то. То есть тут люди живут. В ту сторону к морю. Залив очень большой, такой интересной формы, как сердце, и узкий-узкий заход в него. Поэтому место стратегическое. Шумновато. Как в Индии, но не как в Индии. В Индии громче все. Но здесь вот эти тарантайки ездят. Там, конечно, просто поток. Там мы так не разговаривали. Хосе Марти — это как Гарибальди в Италии. Памятники ему стоят везде. Хоть он и не добился тогда успеха, но вот в памяти осталось. Это еще один театр. Луиза. Театр Луиза. Вот еще домики. Хорошо подсвечивается все. Тут можно разглядеть. Город почему-то напомнил Владикавказ. Как мы там гуляли по улице Мира, похоже. Единственное, что улица Мира там пешеходная. Здесь уж очень шумно. Вот еще какой-то памятник. И вот мы опять на местном Арбате. Ну, тоже хорошо. Подсветка, пальмы. В конце улицы закат. Красота. Магазины закрылись уже. Ресторанчики работают, но оплата здесь везде в валюте. Прям чуть не подумала, что это Уникло. Прям так зацепилась глазом. А это Унико. Но все закрыто уже. Время почти 7 часов вечера. Ну и посмотрим главную площадь в подсветке. Там высится конгресс местный. Собор не подсвечивается. Театр подсвечивается. Ну так, тихо, спокойно здесь. И конгресс. А мы пойдем ужинать и отдыхать. Завтра будем в новом городе.